мэр, уважаемые депутаты, уважаемые николаевцы, я представляю на этом митинге неравнодушных сограждан, неравнодушных к людям, городу, животным, прирученным нами же. В сложившейся ситуации с бездомными животными мы считаем своим долгом высказать мнение, к которому вы, представители исполнительной власти, обязаны прислушаться по долгу службы. И мы, николаевцы, заявляем, мы против убийства вообще, а в данном случае против убийства беззащитных, беспомощных животных. Мы обращаемся к исполнительной власти города, к мэру, к депутатам с требованием отменить решение об эвтаназии животных. Не разочаровывайте своих избирателей, ведь от них зависит будущее пребывание вас на занимаемых в настоящее время должностях. Николаев против убийства. Николаев любит животных. Нет насилию в Николаеве. Нет насилия! Нет насилия! Николаев! Николаев любит животных! Нет насилия! Мы хорошие, это собачки говорят, не злые. Так зачем же люди вы папу с мамой отравили? Мы желаем вам добра, не укусим никогда. У вас только косточки просим. Так за это убивать, ненавидеть и стрелять мы должны все дружно жить и любить, любить, любить. И тогда не будет зла, будет вечная земля. Спасибо. Они в клетках закрыты, ждут смерти. Почему собаки спасали нас во время войны? Суки, почему вы на них наплевали, пидоры? Приехала сюда, чтобы донести вашему мэру, который позиционирует себя как проевропейский и гуманный человек, сейчас поддерживая догхантеров, приехала донести, что метод эвтаназии – это очень жестокий советский метод уничтожения животных. Мы приехали сюда, чтобы поделиться опытом, который мы внедряем в других городах, помимо Харькова. То есть я являюсь вице-президентом Ассоциации зоозащитных организаций Украины. Мы внедряем в других городах Украины гуманные методы. Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на место обитания. Александр Романовский, просим вас подойти сюда. Давайте не вернемся. Это он? Кто меня знал? Почему вы уходите? Вы не видите, что тут митинг, посвященный животным? Куда его не касается? Куда деньги делись за 5 лет на все программы? Как это работает? Я всех внимательно слушаю. Мы вас слушаем. Ну, если я понимаю, меня сюда пригласили с какими-то вопросами. Живодер. Все, можно идти? Нет. Уважаемая пресса, когда Голобродский подошел к зданию горисполкома и увидел зоозащитников и жителей города, которые подошли, чтобы защитить всех животных, начал убегать. Позор! Есть конструктивные вопросы ко мне как директору КП. Скажите, каким методом вы будете регулировать численность животных в городе Николаев? В законодательстве не разрешено В соответствии с программой, которая будет принята горисполкомом. Задайте вопросы, пожалуйста, депутатам, которые готовят эту программу. Я исполнитель. До того, как будет принята эта программа, сейчас это какие методы? Я нахожусь всего 5 дней на должности, поэтому сейчас я вам ничего не могу сказать. Люди, дайте ответить на вопросы! Пожалуйста! Дайте человеку микрофон. Смотрите, давайте будем все-таки немножко культурными. Вы пригласили Александра Леонидовича ответить на вопросы. Он пытается вам ответить.
ответить. Вы ему не даете это сделать. Давайте послушаем, что он хочет сказать. У меня тоже есть вопрос. Скажите, пожалуйста, те собаки, которые сейчас находятся на КП, что с ними будет? Как вы будете решать их судьбу? Пожалуйста. Вот сюда нажимайте. Касаемо громкого вопроса по собакам на КП, на сегодняшний день часть из них готова к выпуску на территорию содержания. Часть из них забирают волонтеры. Собаки стерилизованы. В ближайшие дни эти собаки будут в соответствии с действующей программой и с действующими положениями выпущены или переданы на поруки людям, которые готовы их взять себе под ответственность. А есть та часть, которую собираются убить? Я здесь сейчас готов ответить на парочку конструктивных вопросов в пределах компетенции, которые я могу сейчас ответить. Почему идет информация о том, что этих животных хотят просто усыпить? Спросите у того, кто эту информацию распространяет. Наверное, люди знают. Скажите, пожалуйста, чем вы их кормите? Вы с КП разделите группы. Я лично это знаю. Я знаю человека, который шел на КП забирать группы. Чем вы их там кормите? Почему плачут работники КП? Спросите, пожалуйста, у директора предыдущего. Я работал всего лишь 4 дня. Почему вчера на КП до часу дня ни одна собака не была накормлена? До часу дня ни вода, ну воду хорошо. Подождите. Ответ простой, потому что собак кормят в 13:00. Через 15 минут Александр Федорович выйдет в малый зал. Отлично. Хорошо. Пусть выходит. Спасибо. Мы ждем его 15 минут. Спасибо. Все, это куда? Общественная организация «Шаров», «Телефон без границ», общественная организация «Феникс», которые участвовали в митинге за защиту животных города Николаева. Вы очень рады. Мы собрали подписи. Почему вы так позволяете говорить? Подождите, уважаемые. Мы собрали подписи, обращение к вам. Что мы хотим? Что вы хотите? Отношение общества к животным – один из индикаторов прав на здоровье общества. Очень хочется верить, что наше общество станет добрее. Обязать правоохранительные органы отчитываться перед общественностью о раскрытых преступлениях по факту жестокого обращения и уничтожения животных. Мы за гуманное решение проблемы бездомных собак Николаева. А вы, Александр Федорович? За что? Я тоже за гуманное решение. Значит, если тут разговор идет о, как это называется, о гуманном отношении, вообще вы там назвали человека неадекватным, я предполагаю, что здесь адекватные люди. Когда адекватный, когда говорит городской голова, если будут кричать, я буду понимать, что это неадекватные люди. Понимаете, да? То есть поэтому прошу вас быть, как говорится, ответственным не наполовину, а до конца. Во-первых. Во-вторых, проблема данная в городе Николаеве стоит очень остро. Но проблема не назначения. Сегодня ваша встреча здесь, вот ваш митинг, он выглядит как митинг против назначенного мною человека. Они как бы выше описанными вами требованиями. Потому что городской совет и городской голова и вообще органы местного самоуправления не занимаются расследованием дел против док-канторов и так далее. Мы не занимаемся, это не в нашей компетенции, это компетенция полиции. Поэтому митинг по этому вопросу вы должны собирать возле здания национальной полиции и заявлять его там. Первое. Второе. Действует сегодня программа, которая действительно продолжает действовать, ее никто не отменял. Мы действительно отлавливаем животных, стерилизуем и отпускаем их в места пребывания, за что я неоднократно подвергался критике. Третье. Я попросил не перебивать меня. Третье. Вот вы правильно сказали, распускаются слухи о том, что... А кто их распускает? Не вы ли? Не эти общественные организации, на странице которых это написано.
Я говорю ответственно, работников я КП. ответственно заявляю, что никаких животных в Харьков для усыпления мы не направляли. Я последний раз прошу меня не перебивать. Если вы будете меня перебивать, я вас поблагодарю, скажу спасибо, организуем круглый стол и на нем поговорим. Значит, последнее. Значит, на сегодняшний день готовится программа, которая действительно общество разделилось на две части. За тех, кто за безвозвратный отлов, и за тех, кто против этого. Значит, сегодня у нас в стране объявлена демократия. Поэтому у вас в городе избраны 54 депутата, которые представляют жителей города Николаева. Я лично не принимаю никаких решений, потому что вы меня уже сделали там чуть ли не собакоедом. Я лично не принимаю никаких решений, которые касаются безвозвратного отлова. Более того, при всех говорю, я 11 лет не употребляю мясо, и людей, которые являются зоозащитниками и при этом едят других животных, считаю ханжами и безответственными. Если мы говорим об ответственности, то именно я был человеком, который инициировал вопрос о выделении бюджетных средств для тех сердобольных людей, которые вначале заводят животных, а потом не могут их содержать, на вопрос стерилизации и чипирования. Я продолжаю настаивать на том, что эта программа будет вынесена, как того требует другая часть общества, на сессию городского совета. Это будет проголосовано. Если так будет, то будет так. Если так не будет, то этого не будет. Я не хочу брать на себя персональную ответственность за всех животных бездомных в городе. И кроме того, городской голова избирается не для этого. Он его один из 55 голосов для решения именно таких вопросов. Разделение бюджета, обращение с коммунальной собственностью. Значит, что касается моего выбора по директору. У него стоит конкретная задача. У него нет сейчас задачи решать животных и так далее. Но еще раз, снова вам скажу мою личную позицию. Она никак не касается голосования и никак не касается вообще отношения к животным. Я считаю, что раковых больных животных и продерживать им жизнь за бюджетные деньги – это неправильно. Я считаю, что усыплению должны подвергаться все агрессивные животные. У меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом в 14:00 состоится у вас или пресс-конференция, или я не знаю, что за презентация, исследование, которое проводилось господином Ухмановским, который находится в черных списках за защитой, как док-хантер. Откройте любой источник интернета и посмотрите. Ухмановский прописан в черных списках за защитой. Как вы думаете, какой результат исследования будет здесь? Дайте я договорю, уважайте хотя бы депутатов. Какой результат мы в 14 часов услышим? Я вам могу спрогнозировать, что мы услышим. И объясните мне, пожалуйста, второй вопрос. Почему Голобородский, приступив к своим обязанностям, уже начал рекламировать эвтаназию? Кто ему дал это право? У нас город работает без программы. Программа не принята. Значит, он должен пока работать по старой программе. Старая программа у нас поддерживает ОСВ. Почему он везде рассказывает, что будет эвтаназия? Почему уходит коллектив на КП, который не будет работать по канонам эвтаназии? Люди уйдут, люди не останутся. Потому что люди были набраны предыдущим директором и набраны для того, чтобы была программа ОСВ. Объясните, пожалуйста, вот за защите всей ответ на эти два вопроса. Отвечаю на первый вопрос. Значит, какой он там был? Напомните мне еще раз. О том, что он был автор, я достаточно. О том, что в интернете написано, что я тоже новый факт. Да. В интернете написано, что вы резко изменили свою позицию в связи с падением резким уровня вашего электората. И вы об этом открыто говорите. Политика. А что вы не политика? Потому что вы на собаках делаете. Вы не один депутат городского совета. Так поднимите руку и говорите. Хорошо, чтобы у вас диалог превратился. Давайте по очереди. Кто вам не давал? С вами тоже никто не разговаривает. Сиди там себе спокойно. Как говорится, не заангажирован. Отвечаю на первый вопрос. Я не считаю, что информация в интернете, вся информация является доступной. Ответ на первый. Ответ на второй вопрос. Та информация, которую вы распространяете,
тоже является не совсем достоверной, потому что я не понимаю, что значит, что директор КП рекламирует безвозвратный отход. Приемной мэра. Там начал угрожать за то, что я о нем нелестно высказываюсь в Фейсбуке. Особенно его, я так понимаю, цепляет то, что я его называю антисемитом, потому что он антисемитом не является. Кем? Антисемитом. Ага. Он позволяет себе очень неуважительные высказывания в адрес еврейского народа, назвал меня жидом, сказал, что если я ему что-то еще раз напишу, то он меня найдет и... Он применял к вам физическую силу? Да, мне пришлось его схватить за руки, при этом он начал кричать, что ты делаешь, и делать вид, что... А зачем вы выходили с ним вообще из зала? Я со всеми готов общаться, даже с оппонентами по мнению. Мы люди, и мы можем разговаривать. С Ларисой Веселовской мы находимся на крайних личных мнениях в отношении собак. Мы с ней прекрасно общаемся. Она не позволяет оскорблять меня, она выслушивает мое мнение. Я не оскорбляю никогда ее и выслушиваю ее мнение. Мы можем прийти к какому-то консенсусу в таком мнении. Когда люди переходят на разговор нацистов, на язык нацистов, и повторяю, вчера было 9 мая. Так Апанасенко вас, извините, Апанасенко вас пытался ударить или все-таки ударил? Пытался ударить, я его просто взял за руки и попробовал уйти, он меня не пускал, мне пришлось позвать, вот в приемной, пожалуйста, возьмите, зайдите, там секретарь это все наблюдал. В приемной мэра, повторяю. Я считаю это недопустимым, тем более в здании городского совета. Это вообще... не важно. Значит, важно то, что он отказался проводить эту презентацию. Приветствую всех присутствующих еще раз. Значит, как вы можете сегодня видеть, все получили действительно официально мне управление охраны здоровья. Сделали, переслали в онлайн документ. Кількість усіх укушень, входящих в за 17 рік. 57 осіб. Всі чоловіки 18-51 особа. Кількість осіб, укушених домашніми тваринами за домашніми. За 2017 рік 88 осіб. За січень лютий 57 осіб. Проявили. То есть из домашних тварин я сказал бродячих. Да? Два. Еще раз зафиксируйтесь. Кількість осіб. Да, пожалуйста. Мы просто онлайн-документ здесь скинули с управления охраны здоровья. Это официальный документ, который фиксируется. Получается, они за зиму, за вот этот за квартал, они укусили как завод? Да, как завод в прошлом году. Да, именно так. На сегодняшний день ситуация с бездомными животными в Николаеве, охарактеризовать ее более чем критическая, точнее менее чем критическая, называть ее нельзя. Каждый день пестрят в информационных изданиях сообщения о том, что того покусали, на тех напали, туда не смогли попасть на детскую площадку, потому что боялись. Сегодня я не хотел, не говорил этого нигде, не рассказывал, но сегодня уже в порыве эмоций каждый сказал, что я лично был, ну, на меня действительно тоже подвергся нападению. В частности, назвал вас один раз на велосипеде, один раз выгуливая животное. Да. Хочу сказать о том, что со своих животных я выхаживаю, выгуливаю с пакетиком в руках, когда я это делаю, и остатки его жизнедеятельности выбрасываю в мусор. Поэтому призываю делать точно так же Николаев. Что касается программы. Значит, программа действительно должна была, она разрабатывается уже всеми, кому не попадет. 2 года. Я слышу про эту программу, но не вижу результатов этой программы. То есть результатов в бумажном виде. Я, сколько бы ни было программ, готов их всех включать в каждую сессию городского совета, выносить на голосование депутатам для того, чтобы они принимали это решение. Считаю, что решение уже вызрело, вытягивать его больше нельзя. Вопрос, касающийся нового руководителя, почему он назначен в дни конкурса, было время на его проведение. Раз. Почему Людмилу Ткач уволили, по сути, не продлив контракт, даже не сказав ей объективно спасибо или благодарность, это 2. Можно было вместо нее дать человеку отдохнуть, действительно найти достойного кандидата, который бы относился к животным с пониманием данной проблемы, а не со всеми признаками живодерства, то, что проявляет нынешний руководитель. Конкурс на директоров КП – это мое новшество, которое я ввел, оно нигде не обозначено законом.
то есть то, что я проводил конкурсы, я о своем выборе уже говорил об этом не раз, о некоторых выборах некоторых директоров коммунальных предприятий я жалею.